Вот он, статор современного двигателя. То есть магнитного поля в статоре нет, потому что весь статор разрезанный. Он представляет собой пластину с разрезами, которая не задерживается в магнитном поле. Теперь вот это ферромагнитный, сейчас другой, разрез медного провода. Каждый атом имеет свой собственный генератор, это ядро. Что такое получить электрический ток? Это значит повернуть ядра атомов в нужном направлении, то есть по направлению провода. И все, ничего особого нет. Отличие одного, что если это статор, да, ферромагнитный, то в нем железо. Железо склонно имеет свойства магнитные свойства, а медный провод – электрические свойства. Поэтому магнитный поток, он же измеряется в веберах, есть, он назван, его нашел Вебер, поэтому его и назвали в честь. А электрического потока нет, потому что его никто не нашел. Его просто называют электрический ток. Или там, допустим, электроны, которые движутся. Нет, движется эфир. Электрический эфир – это, значит, его родители ядра медных атомов. А магнитный эфир – это родители ядра железа, железных атомов. Вот в чем все отличие. Поэтому Вебер – это важная деталь для того, чтобы уменьшить потребление. На сегодня во всех электродвигатель крутящий момент очень слабый, потому что в статоре нет магнитного поля. Вторая причина – ротор. Если ротор вот такого плана, в нем отсутствует Вебер. А если нет Вебера и нет кругооборота Вебера, магнитного потока, то потребление увеличивается существенно. Вот, например, да, тот же самый генератор. Он же не генератор. Вот все, что установлено на электростанциях, это не есть генератор, это синхронный электродвигатель. Причем он сделан абсолютно неправильно, он антиархимедовский. Все анти-Тесла, анти-Вебер. И еще раз повторяю, Вебер – это важная деталь, потому что когда ротор поворачивается вот сюда, да, то вот здесь Вебер отсутствует. Поэтому потребление ротора увеличивается в 5-6 раз. Ротор должен быть цельным всегда, чтобы Вебер не уходил никуда, он спокойно проходил и вот такой создавал оборот эфира, магнитного эфира. То же самое в электрических. Статор разрезанным не должен быть никогда. Это и есть отличие генератора когда, допустим, вот сюда подошел Северный полюс, это значит, что если смотреть сверху, то электрический эфир будет вращаться по часовой стрелке, вот так.
И скорость вращения этого эфира определяет скорость вращения ротора. Он же определяет частоту тока. Частота тока идет в двух катушках одновременно. Поэтому между ядрами атомов и их полями создается электрическое поле, направленное навстречу друг другу одноименными полюсами. То же самое в магнитном поле. Вот, допустим, это натуральный генератор, он же единственный в промышленности на сегодня. Тем более на него пришло разрешение на выдачу патента, поэтому можно немножко рассказать. Хотя, если кто-то будет копировать то, что написано в патенте, работать не будет. Но основные достоинства должны быть, потому что для того, чтобы уменьшить входную мощность и получить выходную мощность большую. А чтобы получить, нужно сделать правильно. Чтобы получить правильно, нужно знать, что такое эфир. То есть электрический ток – это поляризованный эфир. Магнитное поле – это то же самое, поляризованное эфиром, электрическим эфиром. Поэтому отделить магнитное поле от электрического поля – это обязательные условия для получения чего-то хорошего. Вот, например, да, во всех, даже тех, у кого золотые руки, они проводят всякие эксперименты. И что делают? Они берут ротор и приклеивают сверху ротора магниты. Это неправильно. Ротор должен быть из ферромагнитного железа. А перманентные магниты, они должны вставляться вот сюда. То есть в дырку. Тогда будет эффект. А без этого эффекта не будет. Теперь, допустим, здесь северный полюс, да? Значит, электроэфир будет вращаться вот так. И для того, чтобы создать здесь точно такой же северный полюс. Но в обычных, они, как же их назвать, они даже в обычных синхронных машинах поле создается обширное, вот такое, на весь статор, против одного маленького. Поэтому, когда поворачивает ротор под нагрузкой, он гудит. Что такое гудение? Это трение магнитных полей. Самое вредное, что есть в этой области, это трение магнитных полей, потому что это есть магнитное сопротивление, которое для преодоления применяют. Если бы они что-то хорошее применяли, они применяют паровоз. То есть никакого развития нет, абсолютно. Тут паровоз вместе с вот этим ящиком угля применяют для того, чтобы преодолеть именно то сопротивление, которое они сами его создали. И это везде, в финансовой системе. Еще раз повторяю, Вебер должен быть всегда. Если Вебера нет вот в этой области, когда ротор повернут, идет потребление, и причем потребление большое, потому как здесь постоянный ток обычно идет. А постоянный ток – это разорванный переменный ток, то есть его распределили по двум фазам. По одной фазе идет положительный, по другой отрицательный. Это неправильно. Теперь вращаются
Вот, допустим, я разобрал, купил трансформатор итальянский, маленький такой, за 50 евро, ну, вот такой величины. 50 евро, он дорого стоит, я его купил, потому что там железо хорошее. Разобрал, а там, оказывается, намотана обмотка с перекосами, тоже вот минус, да, кажется, должно быть идеально сделано, ничего подобного. Намотано вот так, с перекосами. Это значит, что потребление будет больше, а напряжение будет падать под нагрузкой. Резкое падение напряжения. Точно так же в генераторе. Вот здесь плотность между витками должна быть минимальной. А пространство между витками совсем не должно быть, потому что если есть пространство, получается емкость. Емкость — это еще одно сопротивление емкостное, после которого идет на выходе падение напряжения. Напряжение получил, нагрузку получил, и упало. Ну, в общем, то же самое. Теперь кто еще есть? Ну, по Тесле это понятно, можно не рассказывать. Тут переменный ток, он всегда нужен. Вот постоянный ток — это убыток. Теперь толщина листа. Толщина листа лучше всего 0,15 мм. Потому что если на первонетных магнитах, то 50 Гц никак нельзя. Во-первых, здесь нет давления тока, оно имеет лимит. Давление магнитного поля имеет лимит, оно не регулируется никак. Поэтому расстояние между статором и ротором, даже на маленьких, должно быть большое. На вот таких должно 2 мм. Если больше, соответственно, увеличивается расстояние. А если это электрический, то расстояние должно быть меньше. Тем более, вот электрический, на это тоже есть и патент, и разрешение на выдачу нового патента. Но он и не секретный, потому что даже те до меня, мои учителя тоже имели такой точно патент. Что такое патент? Это значит подарить людям, просто подарить даром. А здесь давление магнитного поля. Между ними еще появляется зона напряженности. Это еще одна дополнительная мощность, которая удерживает растяжение магнитных полей. В данном случае растяжения магнитных полей нет, поэтому косинус фи здесь просто отсутствует. То есть в данном случае понятно, но можно еще на этом показать. Первонетные магниты, вот они. Допустим, вот это южный полюс, а это северный. Что это значит? Это значит, в этой катушке сверху смотреть по часовой стрелке, а там, где южный полюс, напротив часовой стрелки. Еще раз повторяю, электрический эфир вращается, не ядра атома и не их электрическое поле. А так как они вращаются в разных направлениях, здесь по часовой, а здесь против часовой, значит, соединять нужно выход с выходом, потому что откуда выходит эфир? С выхода, а здесь со входа, поэтому выход с выходом, дальше идет вход со входом, выход с выходом и так далее. Этого тоже нет. Далее, вот это тоже имеет недостаток. Маленькое расстояние, катушка плоская. И катушка должна быть настолько широкая, чтобы она поляризовала
чтобы электрический эфир делал активные полюса на статоре. Тем более магнитное поле всегда и везде находится внутри катушки. За пределами катушки это уже потери. Везде, не только в моторах и даже в трансформаторах. Поэтому вот эти трансформаторы, которые написано там Siemens самое лучшее, самое худшее. Квадратный трансформатор это плохой. А вот еще Архимед, забыл я за него. Значит, мотор-колесо. Это и не просто, это вот, допустим, опять же, умная голова, тоже Дуюнов, умная голова, идеальные моторы. Только здесь нет Архимеда. Это, по сути, антиархимед. Это он убил то, что он получил. Значит, а если этот же мотор вынести за пределы колеса, получится прибыль. Что я имею в виду? Что диаметр приводного штифа должен быть обязательный рычаг. А если это мотор, то его шестерня должна быть меньше диаметра ротора. Всегда. А если это генератор, наоборот, диаметр шестерни должен быть больше диаметра ротора. Всегда. Ну, такие основные я рассказал. А вот синхронный мотор. Еще раз вот вывод. Когда медная пластина проходит через магнитное поле между двух магнитов, она задерживается, потому что в ней возбуждается электрический ток. Этот ток, направленный одноименными полюсами навстречу одноименных полюсов магнитного поля, поэтому оно задерживается. Вот оно, цельный статор и цельная катушка. Сравните с вот этим, здесь нет магнитного поля. И, соответственно, ротор не задерживался. Его стоит чуть-чуть нагрузить, и он останавливается. Тут крутящего момента нет. Поэтому не надо повторять, особенно тем, у кого золотые руки, вот всякую ерунду, которая придумана, и она же ведет пропаганду вот по ротору, да, вроде нарисовано правильно. Все, и статор, и ротор, все правильно. Ну, дело в том, что люди понимают так, как их научили. Нарисовали правильно, сделали, получилось неправильно. Вот все, которые я перечислил, они должны быть. Вот на этом я покажу. Значит, в современной промышленности, везде, особенно как я их, когда смотрю вот эти французские электростанции, возникает мысль, самые тупые люди в мире. Потому что они на одном диаметре по всему периметру размещают первая фаза, вторая, третья. То есть в такой генератор Архимеда вставить невозможно. Итого, вот эти должны быть, все, что я рассказал, нужны обязательные условия для того, чтобы получить прибыльное устройство. Это значит Вебер, Тесла,
и Архимед. Получается, они-то такие важные, все три. Ну, а дальше уже ток, он всегда остается постоянным, а напряжение может меняться. Что напряжение – это давление. А электрический ток, вот он. Это ядра атомов, которые повернуты навстречу друг другу одноименными полюсами вдоль провода. То есть каждое ядро атома имеет электрическое поле. Вот оно. Это, они не складываются. Это есть переменный ток. Соответственно, никакой ток и это ядро никуда не движется. Движется только электрический эфир. Тем более, это обязательная вещь. Он должен двигаться обязательно без препятствия. В магнитном поле движется магнитный эфир. То есть он не должен иметь ни препятствия, ни пустоту. В этом случае он имеет пустоту, и он не движется. Соответственно, потребление увеличится, а выходная уменьшается.